Ну что ж, космический объект 3I Atlas только что пронесся мимо Солнца. И вместо того, чтобы прояснить ситуацию, новые снимки сделали все еще более странным. Потому что если эта штука действительно является кометой, то это самая странная комета из всех когда-либо зарегистрированных. А если это не комета, значит мы наблюдаем, как нечто совершенно новое вторгается в нашу Солнечную систему. Итак, стоит ли нам беспокоиться? Все началось еще в июле 2025 года. Астрономы, использующие обзорный телескоп АТЛАС в Чили, заметили тусклый сверхбыстро движущийся объект, нечто не похожее ни на что виденное ими ранее. Это был наш первый взгляд на 3I Atlas. И сразу же у ученых возникло множество вопросов. Откуда он взялся, из чего он сделан? Но что еще важнее, что это вообще такое? На первый взгляд он почти похож на крошечную клетку, верно? Как что-то, что вы увидели бы под микроскопом, с ярким центром, похожим на ядро, и нечетким внешним слоем. Но когда мы смотрим на него под другим углом, тайна проясняется. Это свечение на самом деле является хвостом кометы. Именно потому, что он выглядит и ведет себя как комета, НАСА наконец подтвердила это. Да, 3I Atlas действительно является кометой. Главный признак ПО – наличие ледяного ядра и комы, то есть светящегося облака газа и пыли, окружающего его. Но эта комета особенная, потому что она пришла не из нашей Солнечной системы. Она прибыла откуда-то из Млечного Пути. И это невероятно редкое явление. Чтобы вы понимали, мы видели только 3 подобных объекта и все. Первыми 2 межзвездными гостями были знаменитый Оumuamua и комета Борисова, а теперь 3I Atlas. Круто. Но вы можете спросить, откуда мы знаем, что она действительно прилетела из-за пределов нашей Солнечной системы? Видите ли, обычные кометы привязаны к Солнцу, они вращаются вокруг него по огромным петлеобразным орбитам, но 3I Atlas этого не делает. Ее безумная скорость и траектория показывают, что она не находится на замкнутой орбите вокруг Солнца. И единственное логичное объяснение состоит в том, что она прибыла из другой звездной системы и, знаете, просто случайно забрела в нашу. Другими словами, это просто гость, проходящий через нашу Солнечную систему, и делает он это на смехотворной скорости. Когда мы впервые ее заметили, она двигалась со скоростью около 137 тысяч миль в час, около 220 тысяч километров в час. Итак, этот объект, вероятно, провел миллионы лет, бороздя глубокий космос, просто чтобы повисеть в нашей Солнечной системе несколько месяцев. И после этого короткого визита он исчезнет в межзвездном пространстве, и мы его больше никогда не увидим. Недавно 2 спутника Европейского космического агентства ЕКА вместе с несколькими аппаратами НАСА возле Марса получили новые изображения 3I Atlas, приблизив его в момент пролета мимо Красной планеты. И одно из этих изображений просто невероятно. Оно показывает облако атомов водорода вокруг кометы. Ученые были в восторге от этого, так как каждая крупица информации, которую мы получаем от этого гостя, имеет значение. Потому что реальность такова, что об этом объекте все еще остается много вопросов без ответов, начиная с его размера. Мы пока не можем точно его определить, но НАСА говорит, что он может быть где-то от 1400 футов, около 426 метров, до примерно 3,5 миль, около 3,5 миль, 5,6 километра в диаметре. Его точная форма – еще одна загадка, потому что наши телескопы не могут толком его разглядеть. Ядро скрыто внутри этой яркой комы из газа и пыли, а солнечный свет, отражающийся от всей этой пыли, по сути, ослепляет нас. Так что пока мы пытаемся рассмотреть его сквозь яркий пылевой туман. Если собрать все кусочки воедино,
поведение, химический состав и полученные изображения – все указывает на то, что 3I Atlas является кометой. Но даже с учетом всего этого, вокруг того, чем она может быть, все еще витают довольно спорные идеи. Вскоре после ее открытия астрофизик из Гарварда Ави Лёб заявил, что существует вероятность от 30 до 40%, что этот объект имеет неестественное происхождение. Этот комментарий вызвал волну шума в интернете, и люди начали выдвигать дикие предположения. Например, может быть, это какая-то инопланетная технология или, что еще хуже, угроза для Земли. Согласно этой теории, 3I Atlas может быть массивным инопланетным кораблем-маткой. Его странная траектория может означать, что он отправляет маленькие спутники к Юпитеру для сбора разведданных, для некой внеземной цивилизации. Так что в этой версии истории это не просто комета. Это, по сути, передовая космическая шпионская техника. Но тогда возникает очевидный вопрос. Зачем шпионить за Юпитером, верно? Я имею в виду, разве Земля не была бы куда интереснее для межзвездной цивилизации? Ну, в этой теории Юпитер является целью, потому что он намного больше Земли и других соседних планет. Идея в том, что такая массивная планета могла бы действовать как своего рода межзвездный маяк, что-то, что выделяется издалека. Область возле Юпитера – еще одна веская причина. Это почти как идеальная парковка, где космическая техника могла бы просто висеть, практически не расходуя топлива. Другими словами, если бы вы собирались разместить где-то передовые спутники для наблюдения за планетой, то это самое лакомое место. Довольно круто, да? Но какой бы забавной ни была эта теория, нам нужно на секунду вернуться на Землю. Согласно данным основных космических агентств, эта штука – комета, дело закрыто. Но этот ярлык не делает ее менее особенной. 3I Atlas все равно полнейший чудак в самом лучшем смысле этого слова. И она выделяется по ряду причин. Давайте посмотрим на 3 самые важные из них. Во-первых, этот объект старый. Типа очень старый. Старше меня ученые считают, что он путешествует в космосе не менее 7 миллиардов лет. Это так далеко в прошлом, что он сформировался еще до того, как появились наше Солнце и Земля. Так что да, это, вероятно, самая древняя вещь, которую мы когда-либо видели в наших космических окрестностях. Во-вторых, его свечение. Кометы иногда могут выглядеть зеленоватыми. И вот почему. Когда комета приближается к Солнцу, лед внутри нее нагревается и начинает выделять газ. Знакомое чувство. Часть этого газа состоит из молекул на основе углерода, особенно одной, называемой двухатомным углеродом, или Си2. Когда солнечный свет попадает на эти молекулы, они светятся, и для нас это свечение выглядит зеленым. Но в случае с 3I Atlas этот зеленый цвет, сбивает с толку. Данные показывают, что в этой комете на самом деле мало этих молекул углеродной цепи. Так что главная загадка в том, если в ней мало Си2, как она вообще светится зеленым. Никто не знает. И теперь третья вещь, которая выделяет эту комету. Похоже, она выделяет металлический сплав, который мы, по сути, никогда не видели в природе. Итак, эта комета выпускает шлейф, содержащий никель. Это нормально. Странно то, чего не хватает – железа. В кометах никель и железо обычно присутствуют в довольно схожих количествах. Здесь мы видим никель, но никаких явных признаков железа. И это почти неслыханно. Если данные подтвердятся, это указывает на соединение, называемое тетракарбонилом никеля. То, что мы видели раньше только в промышленных процессах, созданных человеком, а не в космосе. Ни один другой известный объект не демонстрировал такой сигнатуры.
Ну что ж, теперь, когда вы знакомы с 3i Atlas, нам нужно ответить на самый главный вопрос. Угрожает ли она нам? Хорошая новость. Нет. Комета не опасна, и она останется очень далеко от Земли. Так что мы все можем глубоко выдохнуть. Фух, мне стало легче. Хотя она и безвредна, ее отслеживание было невероятно ценным для планетарной обороны. Видите ли, космические агентства постоянно наблюдают за астероидами и кометами, просчитывая их орбиты и следя за тем, чтобы мы получили предупреждение, если что-то направится в нашу сторону. Но 3i Atlas дала им кое-что новое для практики. Это первый случай, когда данные слежения с космических аппаратов, вращающихся вокруг другой планеты, были официально переданы и приняты Центром малых планет. Это большая глобальная база данных, где собираются и проверяются наблюдения за астероидами и кометами, чтобы ученые повсюду были в курсе событий. Так что в некотором смысле 3i Atlas была как репетиция. Сбор таких данных с совершенно новой установки помогает исследователям оттачивать свои методы и улучшать способы обнаружения будущих космических объектов. А это означает лучшее обнаружение, более быстрое отслеживание и большую готовность. Просто на случай, если следующий посетитель окажется не таким уж дружелюбным. На сегодня все. Так что, если вы утолили свое любопытство, то поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.